Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о миндале. Миндаль, а вернее миндальный орех, широко известен публике благодаря широкому применению в кулинарии и косметике. Однако с научной точки зрения миндаль никакой не орех, а своеобразный косточковый плод, подобно персику или абрикосу. К косточковым плодовым его относят по биологическим признакам и систематическому положению, а вот по характеристикам плода это орех. Миндаль является ценнейшим представителем группы орехоплодных культур. Ядра миндаля – это источник витаминов и минералов, излюбленное лакомство для детей и взрослых, непременный ингредиент многих кондитерских изделий и алкогольных напитков. Полезные свойства миндаля обычно перевешивают вредные, но надо помнить всегда об опасности употребления в пищу его сырых орешков. Недаром цианистый калий пахнет миндалем. Ведь он содержит смертельный гликозид амигдалин, который, разлагаясь, выделяет цианистый водород. Конечно, смертелен не сам амигдалин, а его избыточное количество. Следует знать, что существуют два основных вида миндаля – сладкий и горький. В кулинарии, естественно, используют сладкий миндаль. Он отличается отменной сладостью, хрупкостью и приятным ореховым вкусом с неповторимым ароматом. Ядра горького миндаля несъедобны, они обладают наркотическим эффектом, а употребление большого количества таких орехов может вызвать галлюцинации, тошноту и сонливость. Они как раз и содержат тот самый смертельный амигдалин. 50 горьких орешков миндаля являются смертельной дозой для человека. Из горького миндаля чаще всего получают жирное масло. После необходимой очистки их используют для варки лучших сортов мыла. Как следует из названия, горький миндаль имеет очень горький вкус. Этот вид растет как в дикой природе, так и в коммерческих условиях, и в основном используется для приготовления пасты или экстрактов горького миндаля. Его обычно не продают в продуктовых магазинах. Скорлупу миндальных косточек употребляют для ароматизации и улучшения цвета коньяков, ликеров, вин, а также делают из нее активированный уголь. Миндаль обыкновенный представляет собой дерево, достигающее высоты 8 метров, либо кустарник с бледно-розовыми или белыми и плодами в виде яйцевидной костянки с кожистым волосистым и несъедобным околоплодником. Имеется около 40 сортов миндаля. Форма кроны может быть пирамидальной или раскидистой. Растение обладает способностью сильно ветвиться, поэтому нуждается в регулярной формующей обрезке. Обладает мощной корневой системой, способной доставать воду с глубины до 4-5 метров. Он не требователен к почвам, но лучше всего чувствует себя на легких и плодородных грунтах. В местах же заболоченных и закисленных растет плохо. Это растение относится к подроду миндаль, рода слива, семейства розовые. Его очень часто по ошибке принимают за орех, хотя на самом деле это косточковый плод. Миндаль нельзя назвать орехом, так как он представляет собой ядро, косточку плода, подобного сливе или персику. Особенность миндаля в том, что весь вкус плода сконцентрировался в косточке, а не в его мякоти. К плодоношению приступает на 4-5 год после посадки. Кроме источника вкусных плодов, миндальное дерево – декоративное растение, способное украсить собой любой сад. Одиночные крупные белые или розовые цветки обладают сильным ароматом, привлекающим пчел, поэтому миндаль ценится и как ранний медонос. Родиной миндаля считаются Средняя Азия и Северная Африка. По некоторым источникам его родиной считают Турцию. Оттуда он попал в Европу, а затем и в Америку. Сегодня ареал его распространения захватывает территории Средиземноморья, Афганистана, Ирана, горы Копетдава, Западный Тянь-Шань, Закавказье, Калифорнию. Это регионы с жарким летом и мягкой зимой. В Российской Федерации зона распространения плодоносящей разновидности культуры более узкая. Это Черноморское побережье Краснодарского края, южные предгорья Ставрополья. В средней полосе успешно выращивают декоративную разновидность миндаля, бобовник степной. Культурные насаждения сортового и горького миндаля практически повсеместно встречаются в Крыму. Это светолюбивое растение отличается высокой устойчивостью к засухе. В природных условиях такая культура предпочитает расти маленькими группами, по несколько штук кустиков либо деревьев, на высоте 800-1600 метров над уровнем моря. Цветение миндаля начинается ранней весной. В регионах с мягким климатом цветение миндаля можно наблюдать с января по март. В южных регионах России бутоны на нем начинают распускаться в апреле. Настоящим раем для любителей миндаля и миндальных цветущих садов является Майорка в Испании. Если, говоря об оливках, на ум приходят бесконечные склоны гор Андалусии, сплошь покрытые оливковыми деревьями, то на Майорке то же самое можно сказать о деревьях миндаля, их там 13 миллионов.
Довольно крупные бело-розовые цветки образованы 5 лепестками. При нормальном раскрытии бутонов и опылении цветков совершается процесс оплодотворения с образованием завязей плодов. Цветущее миндальное дерево покрыто пеной белых или розовых лепестков, источающих сладкий, с еле уловимой горчинкой аромат. Форма цветков бокаловидная, диаметр от 2,5 до 4 см. В зависимости от сорта цветки могут быть как простыми, так и махровыми. 16 февраля отмечается Всемирный день миндаля. Его отмечают преимущественно в США, на их долю приходится 65% мирового производства этого продукта. Дни миндаля в цвету отмечаются в Испании и Португалии. Во многих странах с мягким климатом цветение миндальных растений ассоциируется с началом весны. Еще древних египтян красота цветущего миндального растения заставляла их включать миндальные ветки с цветками в магические ритуалы. У древних китайцев цветущий миндаль ассоциировался с женской красотой, у древних римлян он считался символом плодородия, а персы называли его древом небес. В природных условиях миндаль размножается семенным способом. Для проращивания используют свежие, необработанные косточки миндаля. Важно, чтобы они не имели следов ржавчины, гнили, плесени. Проросшим сеянцам нужен стандартный уход, полив, прополка, рыхление почвы. Когда растение достигнет высоты 30-50 см, все его веточки, находящиеся на расстоянии 10 см от корневой шейки, обрезают. После этого сеянцы пересаживают на постоянное место. Залог здорового развития растения, обильного цветения и хорошего урожая – свободный доступ воздуха и солнечных лучей в сочетании с защитой от порывистого ветра. Идеальное место для миндаля – южные или юго-западные пологие склоны. Миндальные деревья приспособились выживать в засушливых регионах с очень жарким климатом. Это сделало их нетребовательными к качеству грунта. Подходят как богатые черноземные участки, так и скудные каменистые или песчаные. Единственное, чего они не переносят – застой грунтовых вод и кислую реакцию почвы. Оптимальным вариантом, чтобы посадить саженец миндального дерева, будет хорошо освещенная и защищенная от сильного ветра территория с легким и насыщенным питательными веществами грунтом. Лучшим временем для посадки миндальных саженцев будет начало марта или же осень, последняя неделя ноября. Если посадка проводится осенью, то, как показывает практика, такие растения приживаются с большим успехом. За 14 дней до посадки на участке нужно выкопать яму с поперечником около 50-70 и заглублением до 60 см. Если рядом высаживается несколько миндальных растений, то расстояние между ямами оставляют примерно 3-4 метра, а при посадке рядами, междурядье будет составлять 5-6 метров. Деревце будет чувствовать себя комфортно на почве с хорошими показателями воздушной и водной проницаемости. Таким субстратом может выступать чернозем, супесчаный и суглинистый грунт. Желательно с высокими показателями извести. Если таковых нет, то почву рекомендуется известковать, внося доломитовую муку или гашаную известь. Обрезка миндаля проводится как весной, до движения соков, так и осенью. Первую выполняют в качестве санитарной процедуры, вторую для формовки кроны после цветения. При обрезке проводится выведение 3 ярусов скелетных побегов. Удобрения для миндаля необходимо вносить в последнюю неделю апреля или в начале мая. Растение нуждается в азотных препаратах для наращивания лиственной массы. Первый урожай миндальное дерево приносит на 4-5 год после посадки. Способность к плодоношению сохраняется до 50 лет, достигая максимума в 15-20-летнем возрасте. На количество и качество плодов влияет множество факторов: сорт и возраст растения, регион произрастания, количество солнечного света. Средний урожай миндаля с одного дерева 8-10 кг очищенных идер. Созревание происходит в зависимости от сорта с середины июля по конец сентября. К этому процессу дерево готовится. Заблаговременно оно сбрасывает листья. После этого все его ресурсы направлены на вызревание плодов. Миндальный орех на ощупь бархатистый или гладкий плод-костянка. Кожистая, довольно плотная зеленая оболочка околоплодник при созревании ореха в июне-июле растрескивается вдоль брюшного шва и легко отделяется вручную. Под ней открывается сама косточка длиной 25-35 мм яйцевидно-ланцетной или овальной формы с гладкой, дырчатой поверхностью буровато-коричневого, светло-бежевого или белого цвета, в зависимости от сорта.
Она защищает ядро ореха, которое имеет ту же форму, что и плод, сладкое или горькое на вкус, с приятным, присущим миндалю ароматом. После удаления околоплодников косточки досушивают на открытом солнце. Неочищенные ядра хранят в полотняных или рогожных мешках в сухих, хорошо вентилируемых затемненных помещениях. Степень созревания видна невооруженным глазом. Околоплодники, засохнув, лопаются. Уборка урожая осуществляется вручную, а в крупных садах допускается машинная сборка. Почва укрывается. Деревья трясут. После укрывной материал собирается вместе с осыпавшимся орехом. Механизированная сбивка ореха проводится специальными машинами. Самая популярная на сегодня модель уборочной машины для миндаля – шейкер зонтичного типа. Машина ухватывает ствол железной клешней, раскрывая внизу перевернутый зонтик, плотно обхватывающий ствол, и начинает сотрясать дерево мелкими, но очень резкими рывками. Плоды осыпаются и улавливаются зонтиком, откуда перемещаются в бункер. Проблемой шейкеров любых типов является повреждение ствола. Конечно же, инженеры всего мира всерьез работают над этой ситуацией, и с каждым новым поколением машины становится все совершеннее, но пока еще до полного решения проблемы далеко. В первый год, наверное, ничего не будет заметно, но на 9-й год уже могут появляться деревья с серьезными повреждениями коры, порой проникающими до живой древесины. Мировым лидером по экспорту миндаля являются США. Он приносит стране $4,4 миллиардов в год экспортной выручки. Таким образом, удельный вес США в мировом экспорте миндаля достигает 65%. Миндаль является очень прибыльной культурой для фермеров. Средняя цена реализации сырого миндаля в скорлупе, например, в 2018 году составила около $6,5 за килограмм. Это та цена, которую получил фермер. Учитывая урожайность на уровне 3 тонн с гектара, средняя урожайность миндаля по Калифорнии составляет 3,1 тонны с гектара. Миндаль позволяет получить около $20 тысяч выручки с гектара американскому фермеру. Если учесть, что все процессы при производстве миндаля механизированы, он является очень выгодной культурой. Сейчас в Калифорнии выращивается около 30 сортов миндаля, но на основные 10 сортов приходится около 70% всего производства. Дерево миндаля используют, как правило, 25 лет. После 20 лет урожайность миндального дерева начинает снижаться. Однако бывает, что и по 30 и по 35 лет фермер не избавляется от сада миндаля и не заменяет его новым, хотя это редкость. Уборка миндаля производится в несколько этапов, поэтому техника для уборки миндаля тоже специфическая. Для начала орех стряхивают на землю специальными самоходными шейкерами. Затем самоходные свиперы сгребают миндаль в ровные волки посредине междурядий, так как только сюда попадает солнце, что позволяет лучше просушить миндаль прямо на земле. В Калифорнии обычно жарко, температура достигает 35-40 градусов Цельсия во время уборки, тратить деньги на просушу миндаля обычно не приходится. После шейкеров в работу включаются самоходные подборщики миндаля, которые после сушки на земле подбирают его и частично очищают от листьев, грунта и других сорных примесей. Интересная особенность: после уборки миндаль нужно очистить от околоплодника такой зеленой оболочки. Ранее эта услуга для фермеров Калифорнии была совершенно бесплатной, потому что околоплодник миндаля считается ценным кормом для животных, прежде всего для многочисленных молочных ферм Калифорнии. Поэтому компании, занимающиеся очисткой миндаля, неплохо зарабатывали на реализации околоплодника. Однако сейчас времена изменились, миндаля стало слишком много, и услуга очистки стала платной, причем не дешевой.
После очистки, миндаль идет на завод, где его сортируют и дорабатывают. В Индию, например, отправляют преимущественно миндаль в скорлупе, так как стоимость рабочей силы там невысока, и его очищают от скорлупы уже на месте. Для рынка США и других более богатых стран, его, как правило, очищают от скорлупы и затем уже сортируют по размеру, цвету и тому подобное. Торговые войны негативно влияют на цену миндаля. Учитывая сложности с доступом на рынки Индии и Китая, появился интересный феномен: Австралия экспортирует свой миндаль в эти страны, но сама для внутреннего потребления закупает миндаль из США. Вместе с тем Австралия продемонстрировала высокую скорость развития собственного производства миндаля, где урожай данного вида орехов прирастал в среднем на 12,5% в год за счет благоприятных природных условий и интенсификации использования современных сельскохозяйственных технологий и оборудования. Австралийские производители намерены и в дальнейшем наращивать объем выращиваемой продукции за счет увеличения площадей посадок миндаля. И все же в последнее время орехи получили репутацию полезного деликатеса, и бизнес калифорнийских миндальных фермеров значительно оживился. 82% всего миндаля в мире происходит из американского «золотого штата», где он является ключевым компонентом экспорта сельскохозяйственной продукции. Орехи, в частности миндаль, стали больше цениться, когда мир осознал питательную ценность миндаля и то, какую пользу он приносит организму, так считают американские фермеры. От скорлупы ядра освобождаются машинным способом. При этом наблюдается большое количество колотой продукции. Поэтому сразу следует переборка, калибровка и отбраковка. Упаковка миндаля выполняется сразу в потребительскую или транспортную тару. К последней относятся ящики, тканевые мешки. Потребительская – любая допускаемая для выпускаемого типа продукции. Хранение осуществляется при температуре от -15 до +20 градусов С. Влажность должна удерживаться в районе 70%. Допускается срок годности до 5 лет при соблюдении температуры от -15 до 0 градусов, до 2 лет при +10 +20 градусов С. На продукцию в потребительской таре сроки и условия хранения устанавливаются производителем. В последние годы производители миндаля с радостью подхватили новости о его пользе для здоровья. Маркетинговые кампании привели к постепенному, но ощутимому росту этого рынка. На интернет-сайтах прошла рекламная кампания, где миндаль позиционировался как «лучшая быстрая еда на ходу». Китайская рекламная серия «Молодые сердцем» сосредоточилась на идее неизменно хорошего настроения, тогда как матерей в Индии настойчиво убеждали, что миндаль поможет детям иметь успех во всех делах. Диетолог доктор Мишель Виан изучала его полезные качества более 10 лет. В одном исследовании, которое проводилось в Национальном медицинском центре «Город Надежды» в городе Дуарте, Калифорния, госпожа Виан обнаружила, что, когда миндаль был включен в диету для похудения, пациенты потеряли больше веса, чем те, кто соблюдал диету без миндаля. На этом все. Надеюсь, вы узнали из этого видео много нового и интересного. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До новых встреч!